совершенство. Ну и, наконец, рассмотрим самый неоднозначный и парадоксальный случай нарушения равновесия. Начинается все с малого, но кончиться может весьма тяжелыми последствиями. Как правило, нас с детства приучают все делать старательно, на совесть, воспитывают чувство ответственности и прививают понятие о том, что есть хорошо, а что плохо. Несомненно, так и должно быть, иначе армия разгильдяев и бездарностей была бы огромной. Но особо рьяным приверженцам маятников это так западает в душу, что становится частью их личности. Стремление к совершенству во всем у некоторых людей перерастает в навязчивую идею. Жизнь таких людей – одна сплошная борьба. Угадайте, с чем? Конечно, с равновесными силами. Установка на достижение совершенства везде и во всем дает осложнение на энергетическом уровне, так как оценки неизбежно смещаются, а следовательно создается избыточный потенциал. В стремлении делать все хорошо нет ничего плохого. Но если этому придается избыточное значение, равновесные силы тут как тут. Они будут просто все портить. При этом возникает обратная связь, и человек все больше зацикливается. Ему хочется совершенства, а получается наоборот, он отчаянно пытается все исправить, а выходит еще хуже. В конечном итоге стремление к совершенству становится привычкой, а может перейти в манию. Существование превращается в сплошную борьбу, и это автоматически отравляет жизнь окружающим, потому что идеалист требователен не только к себе, но и к другим. Это проявляется в нетерпимости к чужим привычкам и вкусам, что часто служит поводом для мелких конфликтов, иногда перерастающих в крупные. Со стороны хорошо видна вся нелепость попыток достичь во всем совершенства и при этом еще тиранить окружающих. Однако сам идеалист так глубоко входит в роль, что ему начинает казаться, будто он сам является собой безупречную и непогрешимую личность. Дескать, раз я стремлюсь к эталону, значит я сам эталон. В этом он даже себе не признается, потому как знает, что чувство собственного превосходства не укладывается в рамки общепринятых понятий о совершенстве. Но чувство собственной правоты во всем на подсознательном уровне у такого идеалиста сидит очень прочно. Вот здесь идеалиста подстерегает искушение предстать пред человечеством в роли верховного судьи, решающего, что и как следует делать всем остальным заблудшим душам. Естественно, он легко поддается этому искушению. Ведь в качестве оправдания выступает чувство собственной правоты, а стремлением движет праведное желание наставить всех на путь истины. С этого момента вершитель судеб, облачившись в мантию, присваивает себе право судить других людей и выносить им приговор. На деле такой судебный процесс, конечно, не выходит за рамки бытовых обвинений и наставлений. Однако на энергетическом уровне создается мощнейший избыточный потенциал. Судья возлагает на себя миссию решать, как следует себя вести этим неразумным и никчемным созданием, о чем им надлежит думать, что ценить, во что верить, к чему стремиться. Если заморыш вздумает иметь свое мнение на этот счет, его надо поставить на место, а будет упорствовать, значит судить, вынести приговор и повесить ярлык, чтобы все знали, кто есть кто. Я уверен, ваш портрет, дорогой читатель, очень далек от нарисованного здесь. Данная книга не может попасть в руки кретина, убежденного в своей правоте. Ему и так ясно, как следует жить всем, в этом отношении его сомнения не терзают, но если вы такого встретите, посмотрите на этот экземпляр с интересом. Здесь налицо образец самого грубого нарушения закона равновесия. Все мы гости в этом мире, каждый волен выбирать свой путь, но никто не имеет права судить других, выносить им приговор и вешать ярлык, оставим в стороне уголовное право. Вот так, начинается вроде безобидно, со стремления к совершенству, окончается претензией на привилегии хозяина. Поэтому и сопротивление равновесных сил, проявлявшееся раньше в виде мелких неприятностей, будет нарастать. Если нарушитель находится под покровительством маятника, то это может ему сходить с рук до поры до времени. Но в конечном итоге придет время платить по счетам. Когда гость забывает, что он всего лишь гость, и начинает претендовать на роль хозяина, его могут вышвырнуть вон.